тот вечер ноябрьский ветер пробирал до костей, а мелкая, противная морось превращала Москву в одно большое серое пятно. Я вышла из метро «Комсомольская», поплотнее запахивая воротник старого пальто. Очередной день, высосавший все силы, наконец-то закончился. В голове гудело от цифр и бесконечных отчетов, но мысль о том, что дома меня ждет только пустая съемная квартира и холодный чай, не прибавляла бодрости. Я перехватила поудобнее тяжелую сумку с продуктами. Сегодня я специально сделала крюк, чтобы купить курицу для бульона и немного хорошей гречки. Не для себя, для Елены Петровны. Она сидела на привычном месте, на обледенелой скамейке у входа в подземный переход. Маленькая, сгорбленная фигурка, укутанная в какие-то нелепые слои старой одежды. Сердце привычно сжалось. Год назад, когда муж выставил меня за порог ради молодой любовницы, я чувствовала себя такой же, выброшенной, никому не нужной, замерзающей. Может быть, поэтому я и не смогла пройти мимо нее в первый раз. «Здравствуйте, Елена Петровна», — тихо позвала я, стараясь не напугать ее. Старушка медленно подняла голову. В ее выцветших, обычно мутных глазах сегодня мелькнуло узнавание. «А, это ты, Анечка?» Ее голос звучал слабо, как шелест сухой листвы. «Здравствуй, милая. Ты сегодня поздно». «Работы много», — я улыбнулась, доставая термос. «Я вам бульон принесла. Горячий, с зеленью, как вы любите. Поешьте, пожалуйста, пока не остыл». Она приняла термос дрожащими руками, узловатыми, посиневшими от холода. Я смотрела, как она с трудом делает глоток, и к горлу подкатывал ком. Как такая интеллигентная женщина с правильной, красивой речью оказалась на улице? Она никогда не просила денег, никогда не жаловалась. Просто сидела и смотрела сквозь толпу, словно ждала кого-то, кто никогда не придет. Когда она допила, ее взгляд вдруг изменился. Туман деменции, который обычно окутывал ее разум, словно рассеялся. Она посмотрела на меня ясно, пронзительно, с какой-то пугающей серьезностью. «Анюта, послушай меня». Она отставила термос и крепко, неожиданно сильно для ее возраста, схватила меня за руку. «Я чувствую, что времени у меня мало. Ты единственная, кто не отвернулся. Кто увидел во мне человека. Елена Петровна, не говорите так, я сейчас вызову такси, отвезу вас в ночлежку, или...» Начала я, но она перебила. «Нет. Слушай. У меня ничего нет, кроме этого. Это память о моем Коле, о нашей жизни. Но мне оно больше не нужно. А тебе это поможет». Она начала рыться в своей бездонной, потертой сумке. Спустя мгновение на свет появилась старинная деревянная шкатулка. Даже в тусклом свете уличных фонарей было видно, что вещь дорогая, темное дерево, инкрустация, стершаяся от времени лакировка. «Возьми», — она буквально вложила шкатулку мне в руки. «Не открывай здесь. Дома. И помни, иногда то, что кажется мусором, оказывается сокровищем. А то, что блестит, лишь дешевой подделкой. Прощай, девочка». Я пыталась отказаться, пыталась вернуть ей эту вещь, но Елена Петровна закрыла глаза и отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Шкатулка в моих руках казалась странно тяжелой, словно внутри лежало нечто большее, чем просто старые безделушки. Вернувшись в свою крохотную однушку на окраине, я первым делом поставила чайник. Тишина в квартире давила. После развода с Дмитрием я так и не привыкла к одиночеству. 10 лет брака, планы на детей, ипотека, которую мы почти взяли. Все рухнуло в один день, когда он просто сказал: «Я полюбил другую, она моложе, ярче, а с тобой я задыхаюсь».
Я села за кухонный стол и подвинула к себе шкатулку. Она пахла старой бумагой, лавандой и чем-то неуловимо грустным, запахом ушедшей эпохи. Щелкнул замочек. Крышка со скрипом откинулась. Сверху лежала кружевная салфетка, пожелтевшая от времени. Под ней черно-белая фотография. Красивая молодая женщина в шляпке смеется, обнимая статного мужчину в очках. На обороте надпись чернилами: «Леночка и Николай, Гагры, 1968 год». Неужели это она? Елена Петровна? Сердце защемило от жалости. Какая яркая жизнь была у этой женщины, и какой страшный финал. Я отложила фото и увидела плотный конверт. Внутри лежали документы. Я развернула первый лист и замерла. Буквы плясали перед глазами. Свидетельство о праве собственности. Владелец — Соколова Елена Петровна. Объект — 4-комнатная квартира общей площадью 120 квадратных метров. Адрес заставил меня перестать дышать. Это был элитный сталинский дом в самом центре Москвы, на набережной. Дом, где жили академики и профессоры. «Не может быть», — прошептала я вслух. «Это какая-то ошибка. Или подделка». Я лихорадочно перебирала остальные бумаги. Договоры, выписки, счета за коммунальные услуги, которые не оплачивались последние 2 года. И, наконец, завещание. Написанное от руки, но заверенное нотариусом. Я, Соколова Елена Петровна, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю все свое имущество тому, кто проявит ко мне милосердие в мои последние дни. Формулировка была странной, но ниже был приложен официальный документ, где в графу наследника было вписано мое имя. Мое имя. Видимо, она вписала его совсем недавно, может быть, когда я возила ее в паспортный стол восстанавливать утерянную пенсионную книжку. Голова шла кругом. Если это правда, то старушка, которой я носила гречку, владелица состояния. Но почему она жила на улице? Ответ нашелся на дне шкатулки, в маленьком синем блокноте. Это был дневник. Последние записи были пугающими. Забыла, где мой дом. Вышла в магазин и не узнаю улицу. Коля, где ты? Они поменяли замки. Кто они? Кажется, я потеряла ключи. Люди злые, все кричат. Картина сложилась. Деменция. Она просто забыла дорогу домой, потеряла ключи, а потом, возможно, побоялась или не смогла обратиться в полицию, постепенно скатываясь в бездну безумия и нищеты. А социальные службы, видимо, просто не успели или не захотели ей помочь. Я сидела над этим богатством, ошеломленная и растерянная. 4-комнатная квартира в центре. Это шанс начать новую жизнь. Шанс выбраться из долгов, в которые меня загнал развод. Но имею ли я на это право? Внезапно тишину разорвал телефонный звонок. Я вздрогнула. На экране высветилось имя, которое я поклялась забыть. Дмитрий. Алло. Мой голос предательски дрогнул. Аня. Привет. Его голос звучал так, будто он звонит старому другу, а не жене, которую вышвырнул из жизни полгода назад. Как ты? Давно не слышались. Внутри поднялась волна холодного гнева. Что тебе нужно, Дима? Сейчас 11 ночи. Ну чего ты сразу ершишься? Он явно пытался придать голосу мягкость. Просто волнуюсь. Слышал, у тебя на работе сокращения были. Подумал, может, помощь нужна? Или просто кофе выпьем, по-человечески?
Я молчала, пытаясь понять подвох. Дмитрий никогда ничего не делал просто так. По-человечески, это не про него. «У меня все нормально», — сухо ответила я. Сокращения меня не коснулись. Если это все, то я кладу трубку. Постой. Он поспешно перебил. Слушай, Ань. Тут такое дело. Нам нужно встретиться. Есть разговор по поводу раздела имущества. Я нашел кое-какие старые документы. Кажется, мы не все поделили честно. Я хочу вернуть тебе часть денег за машину. Это было настолько невероятно, что я чуть не выронила телефон. Дмитрий, который бился за каждую вилку при разводе, хочет вернуть деньги. Завтра. В 1:00 дня. В кафе у моего офиса, отрезала я. Договорились, Анечка. До завтра. Я положила трубку и посмотрела на шкатулку. Странное совпадение. Как только у меня в руках оказался ключ к новой жизни, прошлое тут же постучалось в дверь. Но я еще не знала, насколько тесно эти события связаны. На следующий день я пришла в кафе на 5 минут позже. Дмитрий уже сидел за столиком у окна. Он выглядел помятым. Дорогой костюм сидел мешковато, под глазами залегли тени, а привычная самоуверенная улыбка то и дело сменялась нервным тиком. «Прекрасно выглядишь», — соврал он, едва я села. «Свобода тебе к лицу. Давай к делу, Дима». «О каких деньгах речь?» Он замялся, покручивая чашку с кофе. «Понимаешь. Я тут подумал, я был неправ. Светлана, она хорошая девушка, но ты меня всегда понимала лучше. Я хотел узнать, как ты живешь? Может, новости какие есть? Наследство, может, от троюродной тетушки свалилось? Или клад нашла?» Его глаза бегали, сканируя мое лицо. И тут меня осенило. Жадность. В его глазах была неприкрытая, голодная жадность. Но откуда он мог узнать про Елену Петровну? Неужели он следил за мной? Или никакого наследства, Дима? Живу на зарплату. Так ты деньги принес? Да, конечно, он похлопал по карманам, изображая рассеянность. Слушай, кошелек в машине забыл. Но мы же не чужие люди. Ань, у меня временные трудности. Бизнес немного просел. Ты не могла бы... Нет, я встала. Я не дам тебе в долг. И не проси. Да подожди ты. Он схватил меня за руку, и маска вежливости слетела. Я знаю, что ты с какой-то бабкой возишься. Видел тебя у метро. Эти нищенки часто имеют заначки. Она тебе что-то дала, да? Я видел, как она тебе шкатулку сунула. Меня словно ледяной водой облили. Он следил. Это не твое дело. Отпусти руку. Аня, не будь дурой. Если там золото или антиквариат, мы можем продать, поделить. Мне очень нужны деньги, меня коллекторы прессуют. Это твои проблемы. Прощай. Я вырвала руку и почти выбежала из кафе. Сердце колотилось. Он в долгах. Он в отчаянии. И он знает про шкатулку. Теперь мне нужно быть вдвойне осторожной. Весь остаток дня я не находила себе места. Слова Дмитрия о коллекторах и его осведомленность о шкатулке пугали. Но еще больше меня волновало содержимое документов. Я должна была проверить, реально ли эта квартира. В субботу утром, собравшись с духом, я поехала по адресу из документов.
Центр Москвы встретил меня шумом и суетой, но двор того самого сталинского дома на набережной был тихим, закрытым от посторонних глаз массивными воротами. К счастью, в шкатулке была связка ключей, и магнитный ключ от ворот сработал. Подъезд поражал величием, высокие потолки, лепнина, запах старого камня и респектабельности. Лифт, скрипя, поднял меня на 5-й этаж. Руки дрожали, когда я вставляла длинный ключ в замочную скважину массивной дубовой двери. Поворот, щелчок, еще один. Дверь подалась. Я шагнула внутрь и застыла. Квартира была огромной. Высоченные потолки терялись в полумраке, тяжелые бархатные шторы были плотно задернуты. Пахло пылью и застоявшимся воздухом. Я нащупала выключатель. Вспыхнула хрустальная люстра, озаряя пространство. Это был музей. Настоящий музей чьей-то жизни. Стены от пола до потолка были уставлены книжными шкафами. Антикварная мебель, укрытая белыми простынями, словно призраки. На стенах картины в тяжелых рамах. На дубовом паркете лежал толстый слой пыли, нетронутый годами. Я прошла в гостиную. На рояле стояли фотографии. Елена Петровна, молодая, цветущая. Ее муж, тот самый профессор Николай Соколов, судя по подписям на книгах. Здесь, в этой квартире, время остановилось в тот момент, когда хозяйка потеряла связь с реальностью. «Боже мой», – прошептала я, проводя пальцем по корешку старинной энциклопедии. «Елена Петровна, как же так?» Теперь я точно знала, это не сон и не ошибка. Я – единственная наследница огромного состояния. Но вместе с этим пришла и ответственность. Я не могла позволить Дмитрию или кому-то еще осквернить память этой женщины. Следующие недели превратились в гонку. Я наняла юриста, Игоря Сергеевича, мужчину с цепким взглядом и безупречной репутацией. Мы начали процесс оформления наследства, параллельно восстанавливая историю болезни Елены Петровны, чтобы никто не смог оспорить ее дееспособность на момент составления того старого завещания. Саму Елену Петровну я, наконец, смогла уговорить переехать в частный пансионат. Хороший уход, тепло и медицина – это то, что я могла ей дать прямо сейчас на свои накопления, зная, что скоро деньги перестанут быть проблемой. Но Дмитрий не собирался сдаваться. Он появился на моей работе через неделю. И не один. Я сидела за отчетом, когда по офису прокатился шепоток. Подняв глаза, я увидела Дмитрия. Он шел к моему столу с огромным букетом алых роз, сияя, как начищенный пятак. За его спиной, с перекошенным от злости лицом, маячила Светлана, та самая молодая и перспективная, ради которой он меня бросил. По иронии судьбы, она работала в соседнем отделе, и их роман развивался у всех на глазах. «Анечка!» Громко, на весь Open Space, провозгласил Дмитрий. «Это тебе. Прости, что я был таким дураком. Я понял, что люблю только тебя». Коллеги замерли. Кто-то хихикал, кто-то смотрел с жалостью. Я чувствовала, как краска заливает лицо. Не от смущения, от стыда за этот дешевый цирк. «Дима, что ты творишь?» Тихо спросила я, не вставая. «Забери цветы и уходи». «Ну зачем ты так?» Он положил букет прямо на документы. «Я же искренне. Давай начнем все сначала. Мы были такой прекрасной парой». Светлана не выдержала. Она подлетела к столу, ее глаза метали молнии. «Дима, что это значит? Ты же сказал, что пойдешь разбираться с налогами. А сам притащился к ней. Света, не истери,
процедил он сквозь зубы, даже не глядя на нее. Мы с Аней разговариваем. Светлана повернулась ко мне, ее губы тряслись. Ты что, решила его вернуть? Думаешь, раз он в долгах, так можно манипулировать? В долгах? Я усмехнулась, глядя прямо в глаза Дмитрию. Так вот в чем дело. Твоя новая пассия знает, что ты банкрот? Заткнись. Рявкнул Дмитрий, мгновенно растеряв весь свой лоск. Я медленно встала. Послушайте меня оба. У нас здесь рабочее место, а не площадка для реалити-шоу. Светлана, твой мужчина пришел ко мне не от большой любви. Он ищет деньги, чтобы закрыть свои кредиты. А ты, Дима. Ты жалок. Забирай свой веник и уходи. Между нами все кончено. И если ты еще раз приблизишься ко мне или к моему имуществу, я вызову полицию. Дмитрий покраснел так, что казалось, его сейчас хватит удар. Ты пожалеешь, Аня. Прошипел он мне в лицо, наклоняясь через стол. Ты думаешь, ты самая умная? Думаешь, хапнула квартиру и королевой стала? Я найду способ все отобрать. У меня есть право. Я был твоим мужем, когда ты начала обрабатывать эту бабку. Я докажу, что ты мошенница. Вон отсюда. Крикнул начальник охраны, наконец-то появившийся в дверях. Дмитрий вылетел из офиса, как пробка. Светлана, бросив на меня взгляд, полный ненависти и растерянности, побежала за ним. Она явно не знала о масштабах его проблем. Но угроза Дмитрия повисла в воздухе. Я найду способ. Я знала, что он не блефует. Загнанная в угол крыса способна на все. Вечером того же дня я встретилась с Игорем Сергеевичем. «У нас проблемы», — сказал он вместо приветствия, раскладывая бумаги на столе. «Ваш бывший супруг времени не терял. Он нашел дальних родственников Елены Петровны. Некие племянники из Саратова, которые не видели тетку лет 30. И что? У меня похолодело внутри. И то, что Дмитрий убедил их подать иск об оспаривании завещания. Он выступает как свидетель, утверждая, что видел, как вы спаивали безумную старушку и заставляли подписывать бумаги. Родственнички обещают ему долю, если выиграют. Но это ложь. Я ударила ладонью по столу. Есть медицинские карты, есть свидетели из ночлежки, есть врачи пансионата. Суд — это состязание, Анна Сергеевна. И Дмитрий играет грязно. Но у меня есть козырь. Я провел расследование по его финансовым делам. Его долги — это не просто кредиты. Он задолжал серьезным людям. И есть доказательства, что он пытался махинировать с вашим общим имуществом еще в браке. Мы это используем. Я вернулась домой, выжатая как лимон. Хотелось просто лечь и закрыть глаза. Я открыла дверь ключом и замерла. Замок был открыт. Но я точно помнила, что закрывала его на 2 оборота. Сердце пропустило удар. Я тихо толкнула дверь. В прихожей горел свет. На полу валялись мои вещи, вывернутые из шкафов. В гостиной кто-то был. Я услышала звук открываемых ящиков. «Кто здесь?» Мой голос дрожал, но я заставила себя сделать шаг вперед. Из комнаты вышел Дмитрий. В руках он держал ту самую шкатулку. Явилась, он ухмыльнулся, но глаза его были бешеными. Где они? Где остальные документы? Тут только письма и старье.
«Как ты сюда попал?» Прошептала я. «Я же забрала у тебя ключи, дубликат, милая. Ты всегда была такой рассеянной. Забыла, что я делал запасной комплект для своей мамы?» Он шагнул ко мне. «Мне нужны деньги, Аня. Сейчас. Или документы на ту квартиру. Перепишешь на меня половину, и мы разойдемся миром. Племяннички отзовут иск. Ты сошел с ума. Уходи, или я вызову полицию». «Ты не успеешь», — он швырнул шкатулку на пол. Она с треском раскололась. Фотография Елены Петровны и Николая отлетела в сторону. «Ты хоть понимаешь, что я сделал ради нас? Ради бизнеса. А ты сидишь на миллионах и жалеешь для мужа копейки. Для бывшего мужа». Крикнула я, который предал меня. В этот момент в открытую дверь влетел вихрь. Это была Светлана. Она запыхалась, тушь потекла по щекам. «Дима, ты что творишь?» Дмитрий замер, глядя на нее с ужасом. «Света, ты что здесь? Иди в машину». «Нет». Она увидела разгромленную квартиру, меня, прижавшуюся к стене, и Дмитрия с перекошенным лицом. «Ты сказал, что поедешь к родителям. Ты сказал, что деньги нашел. А ты грабишь бывшую жену?» Светлана перевела взгляд на меня. В ее глазах больше не было ненависти, только отвращение и страх. «Он мне наврал, да? Про то, что ты стерва, про то, что обобрала его до нитки?» «Он банкрот, Света», — сказала я тихо. «И он пытается украсть чужое наследство». Светлана посмотрела на Дмитрия, как на грязь под ногами. «Какой же ты урод. Между нами все кончено. Не звони мне». Она развернулась и ушла, громко хлопнув дверью. Дмитрий стоял, опустив руки. Он был раздавлен. Не мной, а собственной алчностью и глупостью. «Уходи», — сказала я, — «полиция уже едет». Я нажала тревожную кнопку в приложении, пока ты орал. Он посмотрел на меня пустым взглядом, плюнул на пол и вышел. Суд состоялся через месяц. Это был тяжелый, изматывающий месяц. Племянники из Саратова оказались людьми неприятными, но, к счастью, не очень умными. Они путались в показаниях, не могли назвать даже девичью фамилию любимой тетушки и постоянно косились на Дмитрия, который сидел в зале как свидетель. Мой адвокат был великолепен. «Ваша честь», — говорил Игорь Сергеевич. «Истцы утверждают, что заботились о Елене Петровне. Но вот выписки из их счетов, ни одного перевода. Вот распечатки звонков, ни одного звонка за 10 лет. А вот показания соседей, которые видели, как Анна Сергеевна кормила, одевала и лечила погибшую, когда она жила на улице. Кульминацией стало выступление лечащего врача из пансионата. Он подтвердил, что в моменты просветления Елена Петровна говорила только обо мне. И, самое главное, Игорь Сергеевич предоставил суду видеозапись. Я делала ее в пансионате, когда Елена Петровна чувствовала себя лучше. На экране, в тишине зала суда, зазвучал ее голос. «Я, Соколова Елена Петровна, хочу сказать. У меня никого не осталось. Родня забыла меня, когда Коля умер. Они только квартиру хотели. А Анечка, она меня спасла. Не от смерти, нет. От одиночества. Все, что у меня есть, ее». Судья, строгая женщина в очках, посмотрела на поникших племянников, на сжавшегося Дмитрия и ударила молотком. Иск отклонить. Завещание признать действительным.
Кроме того, суд выносит частное определение в адрес гражданина Дмитрия Власова по факту возможного мошенничества и лжесвидетельства. Дмитрий побледнел. Он понял, что это конец. Когда мы вышли из здания суда, моросил легкий дождь. Но теперь он казался мне не серым, а очищающим. Дмитрий ждал меня у ворот. Он выглядел жалко. «Ань». Я остановилась, но не обернулась. «Ань, мне конец. Они меня посадят за долги. Или убьют. Помоги, а? Ну, по старой памяти». «Я все верну. По старой памяти я не написала на тебя заявление за взлом квартиры», ответила я, глядя прямо перед собой. «Это все, что я могу для тебя сделать. Прощай, Дима». Я села в такси и назвала адрес. Набережная. Прошло полгода. Я стояла у огромного окна своей гостиной, глядя на сверкающую огнями Москву. Квартира преобразилась. Я сделала ремонт, сохранив дух старины, но добавив света и уюта. Книги профессора заняли свои места на отреставрированных полках. Рояль был настроен, и иногда по вечерам я пыталась подбирать на нем мелодии. Шкатулку я починила. Теперь она стояла на самом почетном месте, на каминной полке. Внутри лежала та самая фотография Елены и Николая. Я не оставила работу, но перешла на полставки, чтобы больше времени уделять тому, что действительно важно. Я стала волонтером в фонде помощи пожилым людям. Деньги, которые достались мне вместе с квартирой, а на счетах Елены Петровны тоже оказалось немало, позволили мне не думать о выживании. Елена Петровна ушла тихо, во сне, 2 месяца назад. Я была с ней до конца. Я похоронила ее рядом с мужем, как она и хотела. О Дмитрии я слышала только мельком. Он объявил себя банкротом, потерял все и, кажется, уехал куда-то в регионы, скрываясь от кредиторов. Светлана быстро нашла себе нового ухажера. Жизнь ничему ее не научила. А я наконец-то научилась дышать. В тот вечер я заварила чай, села в глубокое кресло у окна и открыла томик стихов, который любила читать Елена Петровна. На первой странице ее рукой было написано: «Бумеранг всегда возвращается. Добро добром, а предательство забвением». Я улыбнулась своему отражению в темном стекле. У меня была новая жизнь. И я точно знала, что проживу ее так, чтобы не было стыдно перед памятью той, кто подарила мне этот шанс.